Лукашенко с Путиным не смогли договориться. В Кремле срочно готовятся к визиту из Минска. Российские штурмовики в Гомеле. Территория Беларуси отдана для специальных операций. Срочный приказ армии. Десантно-штурмовая бригада закрепляется на украинской границе. Чума в Петрикове уничтожит всех. Падение беспилотника на дорогу. Границу с Россией экстренно закрыли. Утро четверга, Некто Плюс и Евгений Булка. Давайте узнаем, что же произошло сегодня. Москва в ожидании очередного визита Лукашенко. В Кремле уже подтвердили, что подготовка идет, но точные сроки пока не называют. Сам Лукашенко еще накануне анонсировал, что собирается встретиться и с Владимиром Путиным, и с премьером России Михаилом Мишустиным. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать. То есть впереди очередной раунд союзных переговоров, и, судя по формулировке Лукашенко, обсуждать будут как раз те темы, где Минск и Москва пока не смогли договориться. А значит, визит обещает быть не только протокольным. А в это время сам Лукашенко внезапно решил проверить боеготовность армии. И совпало это с весьма любопытным событием. В Москву без предварительных анонсов прилетал глава ЦРУ Джон Рэдклифф. По приказу Лукашенко одна из белорусских бригад покинет место постоянной дислокации и отправится выполнять задачи, которые пока предпочитают не раскрывать. Особое внимание, по словам госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, уделяется огневому поражению потенциального противника с учетом опыта войны в Украине и Иране. При этом белорусов уже успокаивают: ничего сверхъестественного якобы не происходит. Ничего, кроме того, что Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду возле украинской границы, а западные СМИ ранее сообщали, что Москва вполне себе рассчитывает на Беларусь в возможных операциях против Украины и стран НАТО. И хоть Кремль уверяет, что глава ЦРУ 25 августа в Москве с Путиным не встречался и речь шла лишь о контактах спецслужб, источники The Wall Street Journal связывает визит с разведданными о дальнейших планах Кремля. При этом внезапная проверка белорусской армии настораживает больше обычных учений. Совпадение? Решайте сами. Судьба белорусов без паспортов и родины становится заботой других государств. Миграционный департамент Кипра разрешил белорусам получать и продлевать вид на жительство даже с просроченным паспортом. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на офис заместителя министра миграции Кипра. Дети, родившиеся на острове в белорусских семьях, теперь смогут получить ВНЖ по местному свидетельству о рождении. Похожие правила уже действуют в Испании и в Швеции, где просроченные белорусские паспорта принимают для административных процедур. Проще всего, по словам юристов, оформить документы иностранца в Литве, Польше и Германии. А вот в Грузии и Армении невозможно продлить просроченный паспорт. Там это вообще не считают основанием для выдачи альтернативного документа. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в случае принятия нового законопроекта белорусы, легально въезжающие в Украину, смогут получить интеграционный вид на жительство на 3 года с правом работать, вести бизнес и пользоваться социальной защитой, а через 3 года претендовать на украинское гражданство. Мне кажется, украинцы понимают, что есть разница между белорусами и Лукашенко. Надо разделять белорусов, которые причастны к антиукраинской деятельности, к сожалению, такие есть, это в первую очередь спецслужбы, вооруженные силы и так далее. Остальных белорусов Гончаренко сравнил с такими же заложниками, как украинцы на оккупированных территориях, и саму меру назвал позитивной дискриминацией на основе этнической и исторической близости народов. Точное число белорусов, живущих за границей с проблемными паспортами, назвать невозможно. Известно лишь, что после указа номер 278 тысячи белорусских граждан лишены возможности продлевать или получать новые паспорта за рубежом. И пока белорусское государство методично лишает своих граждан за границей возможности пользоваться действующими документами, соседние страны одна за другой решают эту проблему, вплоть до предложения полноценного гражданства. 10 российских военных, находившихся в украинском плену, оказались в Беларуси, и государственное телевидение уже объяснило: все это, конечно же, благодаря Лукашенко. На границе произошел обмен. Украине передали 10 ее граждан, которых ранее задержали в Беларуси. Взамен украинская сторона передала 10 российских военнослужащих. Их доставили в Гомельскую больницу. Всем 10 пациентам, поступившим вчера в наш стационар, была оказана вся необходимая медицинская помощь. Были выполнены клинико-лабораторные исследования,
инструментальные исследования, включая по показаниям рентгенологические снимки и компьютерную томографию. Один из российских военных уже поблагодарил принимающую сторону. Была проведена очень большая работа и очень тщательная работа, потому что было видно даже потому, как встречали нас, что подготовились очень тщательно, подошли очень серьезно к этому вопросу, подошли основательно, сработали четко все. А дальше пропаганда решила окончательно закрепить за Лукашенко образ главного гуманиста Восточной Европы. Главная цель и задача, которая поставлена президентом, сохранить жизнь. Неважно, это украинец, либо это россиянин, это человек. И во главу угла поставлен вопрос человека. Воссоединение семей, возвращение близких. Вот эта человечность, она в коде белорусского народа. Подход, конечно, впечатляющий. Неважно, украинец или россиянин. Но в результате Лукашенко помог вернуть домой именно российских военных. А государственное ТВ отдельно напомнило, что Беларусь предоставляет безопасные коридоры и площадки для гуманитарных операций. Безопасные коридоры, говорите? В феврале 2022-го Беларусь уже предоставляла свою территорию. Только тогда через нее в Украину ушли совсем не гуманитарные колонны. Кстати, СТВ сообщила, что российские военные уже покинули Гомель и отправились в Россию. Не взорвался, но перекрыл всю границу. Пункт пропуска «Красный камень» на белорусско-российской границе в Брянской области 26 августа временно закрыли. На дорогу возле него упал неизвестный беспилотник. Первые сообщения о проблемах появились в пограничном чате около 11:20. Водители жаловались, что переход не работает и связи на месте нет. Машины разворачивали еще до самого пункта пропуска, даже не проверяя документы, причем никого не пропускали ни со стороны Беларуси, ни со стороны России. В дежурной службе погрануправления ФСБ по Брянской области журналистки «Зеркала» подтвердили, беспилотник действительно упал на дорогу и не взорвался. Движение остановили, пока его не уберут. К 17:10 по белорусскому времени проезд уже возобновили. По данным Минобороны России, только за минувшие сутки над Брянской областью сбили 72 беспилотника, а в ночь на 26 августа в регионе объявляли ракетную опасность. Это уже не первый подобный случай именно на этом переходе. 11 августа «Красный камень» тоже закрывали после атаки дрона. Тогда возле пункта пропуска загорелись несколько грузовиков. О происхождении БПЛА ничего не сообщается. Откуда же вы летите, птицы черные, птицы страшные? После дронов над границей и пожаров у Гомельщины появилась новая головная боль – африканская чума свиней. В Петриковском районе ввели карантин после того, как вспышку зафиксировали на частном подворье в деревне Турок. Документы райисполкома получил Белпол. Все поголовье в зараженном хозяйстве ликвидируют. В радиусе 3 километров объявлена опасная зона, а под наблюдением оказался целиком Петриковский район. Торговать свиньями и продуктами их убоя на рынках теперь запрещено. Ярмарки и выставки с животными отменяются. В частных хозяйствах обязаны пересчитать все поголовье, а ветеринарам поручили проверить подворье и предупредить соседние районы. В деревне дополнительно решили уничтожать бродячих животных. Для человека африканская чума не опасна, но для свиноводства это фактически приговор. Эффективной вакцины и лечения для домашних свиней не существует, поэтому зараженное поголовье просто уничтожают. Удастся ли остановить вспышку на одном подворье или инфекция уже успела разойтись дальше? В Беларуси Лукашенко поставили памятник, правда пока не бронзовый и не там, где все надеются. Необычный постамент с Александром Лукашенко заметили в одном из белорусских агрогородков. Образ оказался узнаваемым. Перепутать героя композиции довольно сложно. Поглядите, кого мы знайшли. Кто тут у нас, а? Эх ты! И пока в цивилизованных странах ставят памятники историческим деятелям, в Беларуси увековечивают действующего правителя. Как вы думаете, это культ личности или пока просто самодеятельность? Пишите в комментариях. Мы ценим ваше внимание, подписки и лайки. Берегите себя и до встречи вечером.